все, друзья, не могу больше сидеть дома, это невозможно. Похрен, это карантин, на эти штрафы. Я пошел на работу, надеюсь, меня никто по дороге не остановит, не оштрафует. В общем, работать. Как же хорошо на улице-то вообще. Весна. А я говорю, весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит. А мы сидим все дома. Ну ладно, надо работать. Оп, и мы в моей маленькой и скромной мастерской, где, собственно, я и работаю. Ах ты ж охуеть! Да у нас тут, похоже, какой-то шутник! И раз мы в моей мастерской, это значит то, что мы будем рассказывать про перетяжку салона непосредственно с сидений. Многие просили в предыдущем ролике, расскажи поподробнее, как перетягиваются сиденья. И вот на примере этих сидений, это Jetta 84 года, мы будем подробненько все это рассматривать. Jetta 84 года, это новый проект у нас в городе строится. Подход просто какой-то дикий, там весь кузов отпесочен, открашен, вообще просто по кузову как новая машина. И по технической части та же, ну и разумеется, если машина как новая, салон должен соответственно быть тоже как новый. Ну здесь, конечно же, кто поможет? Конечно же я. Ну а для тех, кто все-таки ждал гольфа, гольф строится медленно, но верно. Но просто в данной ситуации то, что у нас вокруг происходит, а происходит у нас откровенный пиздец. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Нам пиздец. Бабло кончается, а работы нет. Я банально вчера покупал отрезные диски в гипермаркете, то есть люди стоят с тележками продуктовыми, а я с отрезными дисками для болгарки. Скоро мы будем все даже там одеваться. Вот откуда у тебя такая пиздатая майка? Она у меня из Ашана. Или резину на машину будем, собственно, там же покупать. В общем, гольф строится, но мы сейчас в моей мастерской и хочется кое-что показать вам. Смотрите, какие сиденья, вот перетянутые сиденья. Казалось бы, от чего это может быть сиденье? Может быть, от какой-нибудь Бентли или от Приоры? Ну, там что рамбы. Нет, это сиденье на самом деле от Маза, от грузовой машины. Вот вдумайтесь, от грузовой машины. Кстати, это вообще очень интересный проект. Ну, как проект? Очень интересная работа. МАЗ, грузовая машина, там будет перетягиваться, ну, практически все. То есть, вот сейчас в процессе спинка спальника, там боковушки будут перетягиваться. Вот, смотрите, рамбы и МАЗ. Ну и предвидя ваши комментарии, то что а нахрена, собственно, в рабочую машину такой салон. На самом деле, это новый МАЗ, его цена, вдумайтесь, его цена как Е-класс в хорошей комплектации. Ну а почему в Е-классе должна быть алькантара и кожаный салон, а в МАЗе, собственно, не может быть? К тому же водитель и хозяин относятся просто, не представляете, насколько педантично к этой машине. То есть, ну у него, кстати, не одна машина, и ко всем они так относятся. Ездить только в сменной обуви. После каждой смены все протирается влажной салфеткой. Вы в своей машине так не делаете, как будут делать, собственно, в этой машине. Так что, ну и цена, соответственно, за перетяжку всего салона просто мизерная по сравнению с ценой на эту машину. Так что тут уместно, тут все уместно, и передача он будет один в своем роде, с фронтухой. В МАЗе будет стоять фронтуха, то есть 20-ка, 2 шестнашки, сабик. Да это вообще охренеть, да? В общем, все это, конечно, интересно, но мы возвращаемся непосредственно к сиденьям от Jetty. Ну и моя задача касательно Jetty состоит в том, что надо салон перетянуть и вот чтобы осталась вот эта аутентичность, то есть без вот этого ощущения новодела. Так как Jetta восстанавливается все-таки в оригинал, из новодела там будет только либо пневмо, либо винты и какие-нибудь там симпатичные диски. И, скорее всего, она будет, ну, вы поняли, низенькая, да. И что касательно салона, тут с завода была вот такая тряпка, комбинированную вот с таким кожзамом. Ну и, разумеется, конечно, я пытался найти
что-то похожее на тряпку, то есть также скомбинировать, но ничего, к сожалению, не нашлось. И поэтому было принято решение перетянуть полностью в эко-кожу, цвет максимально подходящий, ну и по фактуре, в принципе, тут немножко похоже как под оригинал. Без всякого, как на мазе рамбы и каких-нибудь других рисунков, и даже отстрочка, то есть двойная отстрочка, что присуще все-таки к новоделу, тут заменена на вот такие жгутики, потому что на старых машинах любили делать вот такие жгутики, канты, нежели на новых машинах уже практически не встретишь, и это, на мой взгляд, придает вот этот эффект старины, олдскула, вы поняли меня. В общем, а сейчас, я думаю, мы с вами поговорим про материал. Все о ерунде какой-то разговариваете. Давайте поговорим о прекрасном. Давай. У тебя геморрой есть? Да нет. Вот и прекрасно. Ну и как многие знают, конечно же, есть натуральная кожа, а есть искусственная кожа. Вот давайте насчет натуральной кожи. Не вся натуральная кожа подходит для перетяжки салона автомобиля. Она тоже подразделяется на галантерейную и на автомобильную. Галантерейная, собственно, шьют сумки, обувь и тому подобное. Автомобильная, вы сами знаете, что из нее шьют. Кстати, вся кожа это из крупнорогатого скота. Как бы бычок, коровка идет на убой, с нее снимают шкуру, и она идет либо на галантерейную, либо уже на автомобильную кожу. Изначально вся эта ровная кожа, шлифованная, без какой-либо фактуры. Потом на автомобильную, именно на автомобильную кожу, потому что автомобильная от галантерейной кожи отличается грунтами. На автомобильную кожу наносит полиуретановый слой, который придает автомобильной коже очень большую износостойкость. И после того, как нанесли вот этот самый грунт, идет кожа на пресс, где, собственно, и выпрессовывается вот эта самая фактура, как многие знают, там Напа, Дакота, Аврора и тому подобное. И для каждого концерна, в принципе, автомобильного есть своя они заказывают свою фактуру. То есть нету коровы это корова с фактурой Напа, а это корова с фактурой Дакота. Нет, ни хрена, все намного банальнее и проще, просто это пресс выпрессовывает эту самую фактуру. Кому какая больше нравится, скажем так. Ну и также автомобильная кожа подразделяется на более дорогую, там метр один доходит, от 3 вообще до 5000 за один погонный метр. Кстати, у эко-кожи идет погонный метр как? Рулон 1,5 метра на метр, то есть погонный метр это 1,5 на метр. У натуральной кожи уже идет один погонный метр, это собственно 1 метр, и продается на шкурами, а там еще, кстати, очень колоссальный расход этой шкуры, то есть уголки, она же не идеально ровно такой квадрат вам приходит, она приходит в форме коровки, как с нее спилили, так она и приходит, и там очень большой получается расход. Из-за этого, если на салон автомобиля уходит эко-кожа, берем где-то от 7 до 8 метров, то натуральная кожа уходит от 10 до 12, а может быть и побольше метров. То есть, соответственно, и цена такая. Из натуральной кожи перетянуть салон, из хорошей натуральной кожи перетянуть салон очень-очень недешево. Ну и опять же, есть дешевая автомобильная кожа, и лучше перетянуть все-таки из эко-кожи премиум класса, нежели из дешевой автомобильной кожи, потому что эко-кожа премиум класса ничуть не уступает натуральной коже насчет износостойкости, а в некоторых моментах даже лучше ее. И тут мы, собственно, подошли к эко-коже. Эко-кожа тоже делится на дешевую и дорогую, но почему-то у многих людей, когда слышат эко-кожу, они сразу представляют эти облезлые компьютерные кресла или кухонные уголки, которые просто сыпятся все. На самом деле шьют все это дело из очень дешевой эко-кожи, который погонный метр один стоит 300-400 рублей, но редко 500-600, а хорошая автомобильная эко-кожа премиум класса от 1500, сейчас с курсом доллара вообще цены подросли, 2200 даже, я покупал сюда я покупал чуть подешевле. И, соответственно, эко-кожа делится на дешевую мебельную эко-кожу, с которой шьют весь этот ширпотреб, и хорошая эко-кожа премиум класса на микрофибре, на микрофибре, с которой, собственно, работают многие ателье по перетяжке салона. И, кстати, такой момент, у натуральной кожи, эта бахрома, она как бы натуральная, а грунт полиуретановый. А в эко-коже, если касательно на микрофибре, эта бахрома
тут много нейлоновых, тоненьких жгутиков, переплетенных, ну то есть она очень похожа на натуральную кожу, на ощупь очень похожа на натуральную кожу. А вот этот лицевой слой, это такой же полиуретановый слой, как и натуральная кожа. По сути, отличие эко-кожи, хорошая эко-кожа от натуральной кожи, это только отличие в этой бахроме. Конечно, да, по ощущениям, вот на ощупь берешь натуральную кожу, она и поплотнее, и чувствуется все-таки натуральный продукт. Но это что касательно меня, я чувствую, но многие клиенты вот берут и так и думают, ой, натуральная кожа. Нет, это не натуральная кожа, но по сути одно и то же. И стоит, конечно же, дешевле, чем натуральная кожа. Сейчас я вам наглядно покажу, почему многие так плохо относятся к эко-коже. Вот я оставил специальный кусок, такой показательный кусок. Года 2 назад перетягивала какая-то ательешка Mazda 6, перетянули, ну, не в подходящий, скажем так, материал. Принципиальное отличие качественной, хорошей эко-кожи на микрофибре от, ну, скорее всего, это мебельная эко-кожа. То, что здесь идет трикотажная основа, трикотаж, на который сверху наносится полиуретановый слой. И микрофибра, получается, микрофибра, и сверху также наносится полиуретановый слой, но держится он значительно лучше, потому что он просто-напросто пропитывается намного глубже, чем на тряпку. И со временем, конечно же, все это начинает вот с тряпки сыпаться, и происходит вот такая жесть. Ну и после этого, конечно же, человеку не докажешь, что на самом деле есть дешевая кожа, есть дорогая, есть подходящая, есть неподходящая. Для него, в принципе, уже все сложилось. Все хуйня, натуральная кожа рулит. И если все сказано подытожить, то если у вас есть деньги, там 70, 80 или больше тысяч, то натуральная автомобильная кожа. Если у вас нет таких денег, то от 30 до 40-45, там, допустим, тысяч, кто сколько берет. Из эко-кожи премиум класса на микрофибре. Ваш бро будет радовать вас долгие годы. Если у вас этих денег нету, то лучше купите авточехлы и каждый год их меняйте. Потому что, перетягивать салоны с дешевого материала, смысла нет. Ко мне вот частенько обращаются, мол, зачем покупать за 2000 1 метр, можно купить за 500 рублей, давай из него сделаем. На что я отказываюсь? Чехлы, езди на чехлах. Если хочешь хороший салон, чтобы он тебя радовал долгие годы, повторюсь, то изволь все-таки потратиться на материал. В общем, про материал, я думаю, мы выяснили, может местами сумбурно, ну а сейчас мы переходим уже непосредственно к перетяжке. Это у нас низ заднего дивана от Jetta. Предстоит перетянуть вверх, переднее сиденье. В общем, есть что показать, и по мере работы буду еще накидывать всякой информации. Итак, что же из себя представляет сам процесс перетяжки? Все довольно-таки очень просто. Берется обивка, снимается, распаривается на куски, переносится на новый материал, все это дело сшивается, обратно натягивается, и все, салон перетянут. На словах это просто пипец как легко, на деле все это не сильно сложно, но очень долго, геморно. Вот такой вот процесс занимает довольно-таки много времени. Но в данном случае вот что мы имеем с задним верхним дивана. Тут из-за солнца просто все порвалось, прогнило, то есть тут оно все сыпется. Да, вот такие моменты на самом деле осложняют работу, потому что тут уже не просто обведешь и сошьешь, тут придется каждый кусочек на самом деле подгонять отдельно, что в свою очередь займет энное количество времени, да. Но при этом сам поролон остался довольно-таки в хорошем состоянии, не сыпется, вообще охрененно. Даже не скажешь, что машине уже 30 с хером лет, блин. То есть в этом месте, где тряпка вся сгорела, поролон на месте, это ж круто.
Ну и все это дело, конечно же, сшивается на машинке, специальной машинке промышленной с двойным продвижением. Тут в данном случае не подойдет машинка вашей жены, потому что, ну, она просто-напросто не справится. Порой даже вот это тяжело. Вот. И все это дело сшивается, конечно же, специальными нитками, полистироловыми, очень крепкие нитки. В данном случае будем все это дело сшивать 20 номером. Конечно же, лучше использовать нитку в цвет материала, дабы она не бросалась в глаза, особенно когда сшиваете два куска и между ними будет, блядь, белая нитка, но это колхоз. Поэтому вот так вот. В общем, сшиваем все это дело и натягиваем. Терпеть не могу работать со старыми сиденьями, потому что одной перетяжкой, собственно, тут дело не заканчивается. Умерла нахрен боковая поддержка, ну, само собой, столько лет. Пришлось это все дело заменять поролоном вторичного вспенивания, то есть он отлично для этих вещей подходит. Толстый, плотный и хорошо шлифуется. Теперь надо то же самое проделать с этой боковой поддержкой, потому что она тоже расслоилась вся, она не держит свою форму. Конечно, получше, чем вот эта сторона, но все же я, кстати, не понимаю, чем была обоснована такая любовь производителей раньше к такому материалу. Переплетенный с соломе, сено, что это такое, хрен его знает. Но как можно добиться хорошей натяжки материала вот на такой форме? То есть она вот... Тут только очертание формы, а сама она вся неровная, вся кривая, ну вообще жесть. И при этом то, что верх сидений вот из такого материала, низ сидений сделан из обычного поролона, такого же, как и на новых, собственно, машинах. И самая гадость работы со старыми сиденьями заключается в том, что ну ты весь вот в этом говне, вот с них сыпется, ну просто нереально. Ну вот, в принципе, готовый результат. Правда, в машине вы, к сожалению, его не увидите. Вот еще одно сиденье. Потому что, ну, хрен его знает, когда оно достроится. Потому показываю вот сейчас, как все это дело выглядит. На самом деле, скажу сразу, я не позиционирую себя как мастер, который прямо идеально делает свою работу. Я хороший мастер, а хороший мастер — это тот, который делает свою работу хорошо. То есть на четверочку. Иногда бывает 4 с минусом, иногда бывает 4 с плюсом. Даже иногда бывает на пятерку. Ну, иногда бывает и на тройку. Но, в принципе, хорошо это, когда есть до чего доебаться, но в целом хорошо. Ну вот сейчас вышло, на мой взгляд, хорошо. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
Итак, присел удобненько на свежеперетянутое сиденье, и давайте немножко еще поговорим, кое-что обсудим. Изначально это видео не позиционировалось, я его не планировал прям обучающее, чтобы научить вас как перетягивать. Будем честны, большинство из вас как бы это нахрен не надо. Все-таки что надо для вот обывателя? Я рассказал, какой материал, показал сам процесс перетяжки, чтобы потом уже в будущем, когда вы решите перетягивать сиденье, не сами обращаясь к какому-нибудь мастеру, вы уже в принципе ориентировались в этом вопросе, могли найти просто с мастером общий язык. Ну и к тому же, на самом деле, в этом деле, ну как бы сказать, информации, такой теоретической информации не так много, но очень важна практика. Это вот банально взять пример также малярку, да? Но неужели вы сами не разведете лак в нужной пропорции? Да и в принципе вы можете знать, как правильно работать пуликом. И даже дать вам покрасочную камеру и все условия, ну не покрасьте вы так, как надо. И тут то же самое. Я могу просто стоять над душой у вас, над вами, дать вам машинку, показывать просто шаг за шагом, как все это перетягивается. Но все равно у вас ничего не получится с первого раза. Тут важна практика, тут важна наработка часов. Но немножко можно поговорить про ценообразование. Многие знают то, что перетяжка салона это не самое дешевое удовольствие. А собственно, почему же оно такое недешевое? Но все очень просто. На самом деле материал стоит больших денег. То есть на эти сиденья было материал потрачено на 15 тысяч рублей. У нас где-то осталось у меня метра полтора, может чуть больше, это у нас уйдет на дверные карты обшивки. На самом деле это очень легкие сиденья, на них мало довольно уходит материала, поэтому взять, если, к примеру, какую-нибудь иномарочку посвежее, у которых будет, допустим, выкидной подлокотник центральный, да и сама форма будет более хитро выбранная, на нее материала уйдет, разумеется, больше. Плюсом время. Вот на эти сиденья, опять же повторюсь, они легкие, но я потратил практически неделю. То есть на более сложное сиденье уходит больше времени. Сюда плюсуем аренда, свет, в зимнее время еще отопление. И опять же сюда плюсуем, все-таки люди хотят работать не просто так за еду. И суммируя все это, мы приходим к тому, что да, перетяжка сидений не самое дешевое удовольствие, но это не значит то, что кто этим занимается, там прям деньги гребут лопатами. В общем, наверное, все, что я хотел, я рассказал, все, что хотел, я показал. Ставьте лайки, если вам понравилось, или даже чуть-чуть хотя бы было это видео полезно или интересно. До скорых встреч, пока, не болейте, и в связи с ситуацией, которая сейчас происходит вокруг нас, особенно в России, поменьше верьте тому, что происходит, поменьше верьте тому, что говорят в новостях. Включайте свою голову и анализируйте информацию. Все, всем пока.